Россияне пытаются захватить острова в Херсонской области. В Кремле рассказали, каким будет ответ Западу за поддержку Украины, а в Литве передали послание Лукашенко. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Тактика россиян в Запорожской области и попытки продвижения в сторону правого берега Херсонской области. Что задумали россияне на юге Украины? Это будет, я думаю, сугубо по Достоевскому, да, то, что они любят русские, означает самоубийца. Песков отвечает за Путина. Как РФ отреагирует на первый удар дальнобойными западными ракетами по территории РФ? Все цели будут достигнуты. Раскрыты планы россиян по защите Крымского моста, пирсы, баржи ПВО. Что известно о масштабных работах в Керченском проливе? Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Российские войска подтягивают резервы на запорожское направление и пытаются найти огневые позиции ВСУ с помощью солдат-смертников. Об этом рассказал спикер Украинского легиона «Свобода» Константин Денисов. Также они поняли, что с нашей стороны там грамотная оборона. Они там порой пытаются применить их смертников. Их задача на мотоцикле или гольфкаре заскочить, обнаружить нашу огневую точку, героически погибнуть в бою. Но дальше на ту нашу огневую точку начинает наваливаться российская артиллерия или летит КАП. При этом в Легионе утверждают, что по сравнению с предыдущими месяцами сейчас активных штурмовых действий со стороны армии РФ стало значительно меньше. В Херсонской области тем временем ситуация горячая, говорят ВСУ. На Приднепровском направлении россияне сейчас пытаются подойти как можно ближе к берегу Днепра и взять под контроль русло. Для этого россияне бросают дополнительные резервы. Идут бои за острова, которые находятся на этом участке фронта. В частности, в Киеве утверждают, что оккупанты задействуют подразделения из составов мотострелковых бригад, десантно-штурмового полка, из состава отдельной бригады береговой охраны и морской пехоты. О целях и задачах российских войск на левом берегу Херсонской области мы поговорили со спикером Украинской добровольческой армии «Юг», подполковником запаса, к тому же военным журналистом, который уже более 30 лет отдал службе в ВСУ, Сергеем Братчуком. Мы говорим о том, что очевидно задача врага и те цели, которые он себе наметил, это желание полностью вытеснить наши подразделения сил обороны с левого берега. И не забываем еще один важный момент сегодня. Это попытка зайти на острова, Днепровские острова, которые позволят, по мнению врага, ему полностью контролировать русло Днепра по всей протяженности дельты Днепра, для того, чтобы создать условия, во-первых, полностью контролировать левобережье, что сегодня врагу не удается. Ну и, собственно, планировать, наверное, там, в будущем, в какой-то перспективе, если успеют, опять-таки, если успеют, да, какие-то действия возможны по правому берегу. Но это так, просто как рассуждение, да, потому что сегодня каких-то ударных группировок, которые смогли бы атаковать там правый берег, ну, пока их, скажем так, не очевидно создание таких группировок. Тем временем в Z-пабликах помимо сообщений о боях за острова также появилась информация, что в результате будущих переговоров между Киевом и Москвой России придется вернуть Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. И именно поэтому, жалуется Z-тусовка, сейчас остановлены любые подготовки к масштабным наступлениям по этим направлениям. Напомню, что в июне Путин требовал, чтобы ВСУ вышли из 4 областей Украины – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. А в сентябре 2024 года глава МИД РФ Лавров говорил, что России чужие земли не нужны. В Киеве назвали эти заявления циничной ложью. В Харькове ликвидируют последствия очередного авиаудара по городу. Накануне российская армия совершила серию атак. Известно о повреждении многоэтажного дома. По сообщениям областной военной администрации, разрушен подъезд. Несколько десятков человек были ранены. Часть из них находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и дети. В первые минуты после взрыва была проведена эвакуация жителей 12-этажного дома.
В Кремле внимательно следят за заявлениями Запада относительно возможного разрешения для Украины бить дальнобойными ракетами по военным объектам на территории РФ. Российские пропагандисты в своих эфирах задают вопросы, а по каким же объектам Россия должна ударить в ответ, да и ударит ли? На этот вопрос попытался ответить пресс-секретарь Путина Песков. Президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты. А что вы думаете о целях России, которые она хочет достигнуть? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А я пока напомню, как ранее рассказывала команда Нехта, Путин считает, что если Украина получит разрешение на удары по РФ, то это якобы изменит некую суть конфликта и будет означать войну НАТО и РФ. В Киеве, да и на Западе уже неоднократно говорили, что Украина имеет право на самооборону. Тем не менее, пока открытого и публичного заявления о том, снят ли запрет на использование Storm Shadow или же ракет Атакамс для ударов по военным объектам в РФ, не было. Лазурный берег Франции, несмотря на войну России против Украины и западные санкции, остается местом притяжения для российских олигархов. Они не особо публичные, но их достаточно много, поэтому во французской ривьере существует даже отлаженная система, которая позволяет богатым россиянам поддерживать свой образ жизни и избегать последствий войны. Об этом пишет издание «Политико». Авторы расследования уточняют, что на юго-востоке Франции до сих пор проживает около 30 тысяч россиян, и им по-прежнему удается покупать и продавать недвижимость, отдыхать и пользоваться всеми благами цивилизации. А, например, на мысе Антиб работает супермаркет для россиян, где, среди прочего, можно купить даже магнит на холодильник с изображением Путина. Источники Политико пишут, что Юго-Восток был давно отравлен коррупцией, поэтому здесь деньги не пахнут. Никто не пытается выяснить источники доходов россиян, которые при этом не отказались от отдыха в ненавистной Европе и стране, которая является членом НАТО. Лазурный берег остается одним из самых популярных направлений для состоятельных россиян, потому что здесь приветствуют деньги, закрывая глаза на источник дохода. Страны Центральной и Восточной Европы страдают от наводнений. В Польше и Чехии населенные пункты уходят под воду. Известно о повреждениях дамб. Большая вода срывает мосты, затапливает дороги, проводится эвакуация населения. В Румынии в результате наводнения разрушены тысячи домов. Известно о как минимум 4 погибших. Причиной аномальных ливней стал циклон Борис, пришедший с севера Италии. Chcielibyśmy gorąco prosić wszystkich. Мы хотели бы попросить всех, кто чувствует угрозу, кто живет в местах, где вода становится все ближе, организованно выполнять просьбы и призывы пожарной команды и полиции. В первую очередь речь идет об эвакуации из мест, которые действительно подвержены риску. Это не наводнение, которое затопило полстраны, но в этих точках, в этих местах это наводнение опасно для жителей. Министр иностранных дел Литвы побывал на позициях ВСУ у границы с Белоруссией. Габриэлюс Ландсбергис на прошлой неделе приехал с визитом в Киев, а после, судя по заявлениям оперативного командования «Север», отправился в Черниговскую область, чтобы увидеть оборонительные рубежи и фортификации ВСУ на украинско-белорусской границе. Здесь, на границе с Белоруссией, чтобы сказать: господин Лукашенко, оставайтесь за той стеной. Тем временем у Лукашенко продолжают фантазировать и рассказывать о напряженности у южных границ республики. В Беларуси без остановки проводят военные учения и, кстати, признались, что перенимают опыт у российских оккупантов. Теперь у Лукашенко есть свои танки с так называемыми мангалами. Подобный панцирь не диковинка. Он появился с учетом современных реалий. При установке учтены все пожелания экипажей боевых машин, будь то бронетранспортер, танк или реактивная установка. Россияне пытаются прикрыть Крымский мост от атак морских дронов. Мониторинговые каналы фиксируют невероятную активность в Керченском проливе. Идет работа по установке своеобразных пирсов и заборов. Кроме того, мост защищают 3 десятка барж, средства радиоэлектронной борьбы, ПВО. Напомню, что 8 октября будет ровно 2 года, как украинцам впервые удалось уничтожить часть этой незаконно построенной конструкции, которая соединяет РФ с оккупированным Крымом. О попытках россиян прикрыть символ
Путина нам рассказал подполковник запаса вооруженных сил Украины и спикер Украинской добровольческой армии «Юг», который сам родился в Крыму и считает, что полуостров можно вернуть в состав Украины не дипломатическим путем, а военным. Как мы понимаем, сейчас сбивают сваи, там строят какие-то морские заборы, я даже так, наверное, скажу, для того, чтобы, даже птичечка не пролетела. Но с другой стороны, ведь давайте рассуждать, что на сегодня есть в мире у наших партнеров, у наших союзников те средства огневого поражения, которые могут прилететь и заштормить Крымский мост, например, или снять ему скальпель. Я думаю, я очень четко высказался. Так вот, все эти заграждения, конечно, наверное, усложнят проведение соответствующей операции, но тем не менее, мы исходим из главного, что базовое, принципиальное решение, которое принято высшим военно-политическим руководством Украины о том, что это логистика, а мы говорим с военной точки зрения, экономической точки зрения, это логистика, и она должна быть уничтожена, дабы создать невыносимые условия для российских оккупантов на нашем временно оккупированном полуострове, то это решение принято. Это будет неожиданно для врага в любом случае и будет уничтожено. Друзья, как всегда, спасибо вам большое за поддержку. Вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. И мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте донаты или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Также не забывайте пользоваться VPN, если вы находитесь на территории Беларуси и России. Инструкция по пользованию VPN находится также в описании. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.